Друзья, всем привет! Кстати, давно не виделись. Сегодня поговорим про мой аквариум, который я запускала 9 месяцев назад. Вот он. Здесь можете посмотреть видео, где я его запускала, и спустя пару месяцев после запуска. Мне этот аквариум очень нравится. Он у меня стоит на тумбочке около кровати. И утром я просыпаюсь, смотрю на креветок, вечером тоже. Даже если уже свет выключен, я немножко себе на пару минут еще вечером включаю, чтобы посмотреть, что тут делают мои креветосы. И мне хотелось сделать им уютный домик. Не знаю, мне нравится уют в доме, и мне нравится, когда в аквариуме тоже уютно. В этом аквариуме у меня тоже осмос. Параметры воды увидите на экране. Креветки красные кристаллы также могут жить и в водопроводной воде, не обязательно осмос. Но в водопроводной воде они потихоньку вымирают. Им нужна более мягкая вода для размножения. Кстати, я пробовала содержать креветок красный кристалл в водопроводе. Правда, там было очень много СО2 и удобрений, но они там вымирали. Было изначально 10, потом 8, потом 6. В итоге я поняла, что им нужны вот специальные параметры, чтобы они размножались. Вот в осмосе было изначально 10 креветок, а сейчас их где-то штук 50-60. Но чтобы их всех увидеть, нужно, наверное, их покормить. Сейчас покормим. Сейчас пару минут, и они все сбегутся. На переднем плане у меня здесь растет криптокарина Parva Nano. Махенькая. Растет, кстати, очень медленно. Настолько медленно, что рост виден только на фотографиях. Вот что наросло за 9 месяцев. Конечно, может, если ей дать СО2, она побыстрее разрастется, но прям медленно. Изначально сзади за корягой у меня росли папоротники таиландские, но по-честному они мне поднадоели. Надоедает одна и та же картинка, хочется чего-то изменить. И я посадила бликсу японскую. Казалось бы, что бликсы для хорошего роста нужен СО2, но как видите, в этом аквариуме СО2 нет, и бликса неплохо выглядит. Растет она где-то здесь уже 1,5 месяца. Нормально. Бликсе не обязателен яркий свет, она ей среднее освещение, нормально. Хорошо выглядит. Вот я с этой стороны и с той стороны немножко посадила. Вот там сзади у меня Eleocharis mini. Потихоньку тоже разрастается, но тоже не так уж быстро. Растут у меня здесь еще Anubius и Буцефаландры. Буцефаландры мне очень нравятся, я их прям люблю. Но самое главное, если креветочник, то вот маленькие, чтобы они были, они хорошо будут смотреться. Anubius немножко покрываются ксенококусом. Ну ничего, не сильно прям. Если затенить, то анубисом хорошо, они не покрываются. Но и другие растения не особо хорошо растут, такие как мох. Из буцефаландр здесь Central Kali, Minicoin, Brownie, сзади Apple и Dark Achilles.
Эту буцефаландру я купила под названием Apple. У нее кругленькие листики. Некоторые из начинающих аквариумистов, как только видят, что передний план полностью засажен растениями, у них сразу возникает вопрос: а как вы сифоните грунт? Никак не сифонят. Итак, как работает грунт? На грунт оседают продукты жизнедеятельности рыб и креветок, а также отгнившие листья от растений. Все это перегнивает в грунте и усваивается корнями растений. Если бы не грунт, все это бы перегнивало в воде. И излишки питательных веществ употреблялись не только растениями, а еще и водорослями, и вода была бы мутная. Как я обслуживаю этот аквариум? Точно так же, как аквариум с блюболтами. Можете посмотреть видео по ссылке выше. Раз в неделю я меняю 3 литра воды, мою стенки и раз в месяц мою губку фильтра в аквариумной воде. И все. Кстати, свет в этом аквариуме горит с 10 до 5. Вот, это светодиодный светильник. Есть белые, красные и синие светодиоды. Кстати, он мне очень нравится. Нужно постричь мох на коряге. Как это можно сделать? Можно засунуть руку в аквариум и просто его постричь. Но у меня такая коряга, что можно достать. Если мох растет без СО2, он немножко тощий, видите? А если СО2, он такой пышный, жирный. Нужно постричь так, чтобы потом хорошо отросло. Вот об этом нужно думать, когда стрижете мох. Не оставлять лысые части на коряге. Не состричь больше, чем нужно. Если где-то оставить лишнюю ветку, она перерастет потом. И будет некрасиво. В одном месте нарастет, а в других местах будет не хватать. Так что нужно так, чтобы равномерно везде постричь. Чтобы ничего не торчало нигде. Потому что все торчащие ветки, все будут расти чуть быстрее потом. Вот, видите, я прям сейчас вот такие мелкие все отстригаю веточки. Это специально, чтобы они потом не торчали. Я люблю сделать работу один раз, чтобы потом ее не переделывать. Это прям сверху можно посильнее состричь, потому что все время сверху растет пышнее. Это потому что там яркий свет сверху, а снизу не хватает все время. Забыла рассказать вам. Этот мох я аккуратно лесочкой примотала к этой коряге. Вот прям намотала по всей длине коряги. Мне кажется, все хватит. Нормально. Ну вот и все. Такое получилось видео. Пишите комментарии, что нравится, что не нравится. Кстати, я читаю все ваши комментарии.
как эти креветки что-то там копошатся, едят без конца. И уютно. Прям вот, не знаю, прям им уютно. Я радуюсь. Ну или просто мне уютно, и мне кажется, что им уютно. Но я бы сама там жила, если бы была креветкой. Или рыбкой. Маша, а ты какой креветкой хотела бы быть? Не знаю, самый красивый какой-то. Хотя, знаешь, я бы аманкой была вообще-то. По своему характеру.